Если вы в поиске курса по настройке таргетированной рекламы, то это видео для вас. Я хочу с вами поделиться 5 нюансами, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите не просто пройти какое-то обучение по таргету, а действительно научиться настраивать рекламу. Меня зовут Галина Горбань, я более 8 лет настраиваю таргетированную рекламу. У меня есть мои курсы по настройке таргетированной рекламы, я о них расскажу в конце. А сейчас давайте перейдем к сути, на что стоит обратить внимание, когда вы выбираете курс по таргету. Первый нюанс. Курс по таргету должен быть с обратной связью. Хотя есть очень много других курсов, которые действительно можно пройти без обратной связи и чему-то научиться, но почему я рекомендую курс по таргету именно с обратной связью? Дело в том, что Facebook постоянно что-то обновляет. И уроки, которые вы можете купить, они просто могут быть, например, прошлого, позапрошлого года. И их продают уже в записи, потому что, например, обновили уроки, либо какой-то другой уже курс создали. В итоге вы открываете уроки, и в уроках будет по-другому, не так, как у вас. И когда нет обратной связи, соответственно, у вас не у кого спросить. То есть вы будете сидеть и тыкать, где же эта та кнопочка, которую вам показали в видеоуроках. Также Facebook обновляет рекламные кабинеты неравномерно. Например, в одной стране уже обновил, или у одного человека уже обновил рекламный кабинет, все выглядит уже по-другому, а у другого человека еще нету этих обновлений. И поэтому курс может быть даже свежей записи, то есть запись этого или прошлого года, но при этом какой-то визуал, какой-то нюанс может просто отличаться из-за того, что Facebook решил протестировать обновление, и вы попали в этот тест обновлений, можно так сказать. Потом, если все будет хорошо, Facebook уже внедрит это обновление для всех. И поэтому это важный нюанс. То есть должен быть всегда человек, у которого вы можете спросить. И не просто, что курс с обратной связью, где вы просто делаете задания, а когда есть чат, когда вы можете реально задать вопрос или прислать скрин, что я это не могу найти, или у меня эта кнопка по-другому. Бывает, просто человек невнимательно посмотрел урок, и он не может найти эту кнопку, хотя она есть, ему нужно просто переключить настройки, и все будет у него точно так же, как в видео. Поэтому я рекомендую курс с обратной связью. Мои курсы все они с обратной связью от меня. Возможно, в перспективе я возьму кураторов, но пока чем больше потоков проходят, тем больше я вижу, насколько ценно для людей, когда есть обратная связь, и эта обратная связь должна быть действительно очень хорошего уровня, чтобы человек понимал, что с ним кто-то есть рядом, потому что реклама все-таки это бюджет, это деньги, и хочется, конечно же, их не сливать. Второй нюанс – учитесь у практиков, то есть тот, кто в моменте настраивает таргетированную рекламу. Не кто придумал, что я сейчас создам курс по таргету, чтобы вам его продать, а кто реально работает с клиентами и плюс может вам показать какое-то закулисье, какой-то пример наглядный привести, который именно этот в моменте, когда вы учитесь, когда это именно так работает. У меня на моем курсе есть даже отдельный чат в Телеграме, где я показываю закулисье, то есть люди учатся на курсе, а я им показываю, я сегодня запустила, я выбрала такие аудитории, такие макеты, смотрите, какие цены получились, смотрите, как я думаю, как я могу что-то поменять. И таким образом вы можете перенять опыт, то есть если вы, например, еще с этим не столкнулись, или может быть, с такой нишей вы не работали, но когда у вас есть возможность перенять чей-то опыт и понять, как другой человек с опытом настраивает рекламу и думает, то это вообще шикарнейшая просто возможность. Третий нюанс – четко определитесь со своей целью, потому что курс по таргету можно проходить для того, чтобы освоить профессию, а можно проходить для того, чтобы развивать свой бизнес, свой блог. И когда вы четко понимаете в голове свою цель, тогда вы можете идти, соответственно, с четким запросом, потому что если вы пойдете на курс, где осваивают профессию, то, соответственно, вас будут учить еще плюс работе с клиентами. Если вы идете на курс, который специально для предпринимателей, то, соответственно, вас будут учить конкретно, как развивать свой блог и, может быть, как делегировать. Сказать так, что вам нужно прям специально курс по таргету для бьюти-мастеров, нет. Отнесите себя к предпринимателям, то есть в целом основы такие бизнеса, принципы работы, они похожие будут именно в плане настройки рекламы. Какого-то супер, чего-то особенного для конкретной ниши, я бы не сказала, что это прямо будет. Хорошо, когда вам будет показывать закулисье, либо эксперт, у которого вы учитесь,
есть он, например, с вашей нишей работал, и он может вам подсказать, например, какие интересы выбирать, какие макеты хорошо заходят, то вот в таком плане, ну, оно прикольно. А так специально там, например, искать курс, я даже не знаю, есть ли такие курсы, когда там фотограф делает курс специально там для фотографов или там курс специально для врачей именно по таргету. Поэтому общий курс, который направлен на бизнес, то есть на предпринимателей, он тоже вам подойдет, если вы хотите развивать свой блог. Четвертый нюанс. Обратите внимание, будет ли на курсе какая-то практика, то есть будете ли вы запускать рекламу, когда вы это будете делать, потому что вся суть настройки рекламы — это не просто просмотреть уроки и понять, где что находится, а запустить рекламу и научиться анализировать результаты. То есть если вы во время обучения не запустите рекламу, вы не поймете, как она работает. То есть вы не поймете, дорого это или дешево, выключать рекламу или оставить, какой бюджет ставить, какой не нужно ставить. И поэтому очень важно, чтобы были такие практические уроки, когда вы запустили рекламу. У меня на курсе практика, потому что я за то, чтобы люди не просто смотрели уроки, на второй неделе уже запускают рекламу для того, чтобы к пятой неделе вы могли четко сделать анализ. То есть со второй недели начинаются уже запуски рекламы. Первая, понятно, подготовка, чтобы что-то запустить, нужно понимать. А всю базу я вообще вынесла в предподготовку, потому что я хочу, чтобы на курсе вы уже рекламу запускали, а не искали, где там у меня бизнес-страница, где у меня там рекламный аккаунт, ой, я столкнулась с блокировкой. То есть все вопросы, они до старта обучения, то есть вы уже при оплате курса начинаете учиться, просмотрели всю базу, все, на курс зашли, и вы уже запускаете рекламу, а не учитесь каким-то там техническим нюансам. Технические тоже есть, но я уже их показываю с точки зрения практики, то есть для вашего блога, что вам выбрать для того, чтобы вы в своем блоге увидели какой-то результат. Сколько учиться, чтобы была практика? Не нужно долго учиться. У меня была девочка, которая 3 месяца училась таргету на каком-то другом курсе, и в итоге она ни разу не запустила рекламу. То есть она пришла ко мне, и уже потом после обучения она запустила рекламу для клиентов, взяла новых клиентов. То есть курс по таргету, он должен обязательно включать момент запуска рекламы. И очень хорошо, когда есть обратная связь, и когда вам еще эксперт, кто ведет этот курс, дает обратную связь, когда он может сказать, на какие-то нюансы обратить ваше внимание. То есть это очень круто, потому что можно очень долго слушать теорию, можно теорию послушать и на ютубе, но задача курса — это именно запустить, попробовать разные варианты, увидеть какой-то результат, это хороший или нехороший, чтобы просто, когда вы завершаете обучение, чтобы вы понимали четко, что да, я уверен, вот у меня четкие действия, вот это у меня во время курса уже дало результат. У меня есть ученики, которые, они прямо продавали во время курса, и даже 2 квартиры по недвижимости зарубежной было продано во время обучения. То есть это практика, то есть нужно запускать рекламу, а не просто смотреть какие-то видео. И 5-й нюанс. Выбирайте учителя, который вам нравится. Если вы купите курс, где человек медленно, так спокойно, усыпляюще говорит, а вы другой человек, вы энергичный, у вас все горит, все, вы владелец бизнеса, предприниматель, либо вы просто по жизни такой человек, то вам нужен похожий человек, иначе вам будет скучно смотреть уроки. Потому что когда-то тоже одна ученица, она переживала, стоит ли ей покупать обучение, потому что вот она предыдущее обучение покупала и не проходила их до конца. Но мой курс она прошла до конца и как бы была сама удивлена и писала мне несколько раз, что ваши уроки не скучно смотреть. Поэтому вот в коротких форматах, например, в Инстаграме, эксперту сложно раскрыться. То есть скучно его смотреть, не скучно, потому что Reels, он направлен там, можно быстрее сказать. Поэтому YouTube, он такой, можно сказать, классный в плане того, что вы можете познакомиться ближе с экспертом, как он разговаривает, нравится вам, не нравится, какой он человек. То есть когда вы видите, что человек вам подходит, вам интересно его слушать, то, соответственно, это ваш человек, это ваш учитель, вам будет интересно у него учиться. Некоторым желающим, кто хочет пройти обучение, даже предлагаю созвон. Для чего я это делаю? Во-первых, я хочу познакомиться с человеком. Я хочу, чтобы у него был результат. Хочу понимать, на каком он уровне, что он умеет. Потому что, например, кому-то, может быть, нужна только консультация. Кому-то нужно прям наставничество. Кому-то нужен курс. Да? Кто-то, например, брал уже несколько консультаций и думает, что как бы в формате консультации ему удобнее. Но у меня тоже были примеры, когда я говорила, нет, пройди обучение на курсе, ты поймешь, что
это круче, у тебя перевернется просто мышление, плюс это работа в группе, это мотивация такая взаимная. Группы небольшие, поэтому достаточно комфортно в них учиться. Для меня важно не так, что вот курс я создала, смотрите, как хотите. Для меня важно, чтобы у вас был результат. И поэтому я хочу знать, чему вы хотите научиться, на каком вы этапе. То есть вы уже запускали через Ads Manager, вы только кнопкой продвигать, либо вы методом тыка, у вас вообще полная каша в голове. И когда я понимаю, чему вы хотите научиться, я могу четко сказать, да, как бы курс вам 100% подходит, либо говорю там, например, возможно, вам другой формат сотрудничества со мной будет комфортнее. Даю человеку выбор, то есть вы решаете, где вы хотите учиться, но очень хорошо, когда ваш запрос, ваш учитель, он понимает, когда он понимает, что вы хотите, что вы ожидаете от этого обучения. Кратко расскажу про свой курс, он называется «Рост и продажи через таргет». Этот курс специально для тех, у кого есть какое-то дело, то есть чем вы занимаетесь, продаете недвижимость, либо вы мастер маникюра, фотограф, SMM-специалист, рилсмейкер. То есть этот курс для тех, кто уже что-то понимает в Инстаграме. Он не подходит только тем, кто существует Инстаграм, есть профессия таргетолог, говорят, что можно много заработать. Когда вы не в теме, что происходит вообще в Инстаграме, вы совсем очень поверхностно знакомы, то тогда лучше пройти другой курс «Таргетинг с нуля до профи», если вы хотите прям профессию с нуля, и вы вообще ничего не понимаете. Если вы уже в Инстаграме, вы понимаете, как что устроено, то понятное дело, что вам этот курс подойдет. Подойдет он также копирайтерам, кто хочет расширить свои услуги, повысить свой чек. То есть в таком формате подойдет. Если сомневаетесь, подойдет, не подойдет, лучше оставьте заявку на сайте, я ссылку оставлю под видео. И я вам подробнее расскажу и скажу, вам подходит или нет такой формат обучения. В чем особенность обучения? То есть уроки в записи плюс 5 групповых онлайн-уроков со мной. Что это за уроки? То есть задача этих уроков не просто дать вам какую-то теорию, а именно практические занятия. То есть мы вместе с вами делаем макеты, мы вместе с вами запускаем рекламу именно для вашего блога. То есть вы в моменте, в группе, вы запускаете рекламу, все показываете, все я корректирую под моим надзором, вы все это делаете. То есть поэтому есть такие практические занятия, есть отдельный чат в Телеграме, есть закулисье моей работы, которую я показываю, в чате можно задавать вопросы, и плюс у вас индивидуальная рабочая тетрадь, где вы делаете домашнее задание, и я даю вам такую обратную связь по вашему блогу, даю вам рекомендации, так как у меня опыт есть не только в таргете, я маркетолог, занимаюсь продвижением блога, и вижу не просто, как отдельно таргет работает как самостоятельное что-то, а я вижу, как таргет помогает усилить вообще развитие и продвижение блога. То есть, что может дать таргет именно в продвижении, и что нужно запустить в таргет, чтобы ваш вообще блог, ваш бизнес рос, чтобы у вас были продажи. Ну и основная задача курса – это чтобы каждый разрабатывал рекламную стратегию для своего блога. Потому что у каждого, кто в Инстаграме, у всех есть разные задачи. Кому-то нужны лиды, кому-то нужны подписки, кому-то нужны продажи, кому-то там нужны люди на вебинар. У каждого есть какая-то своя цель. И на курсе вы разрабатываете, что вам запустить в рекламу, чтобы достичь конкретно своей цели. То есть это не что-то там универсальное, мы все сейчас будем запускать только такую рекламу. Нет, вы должны определиться с целью, и вы пробуете запустить рекламу в соответствии с этой целью. Вы к этой цели идете и к ней готовите макеты, специальное какое-то предложение. Отзывы о курсе я сохраняю в отдельном аккаунте Instagram, поэтому можете посмотреть, послушать, что говорят другие, чтобы решить, подходит вам, не подходит. Если есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте. Я очень открыта к общению, я отвечаю на вопросы, поэтому я всегда рада, когда есть вопросы, когда их задают, и я понимаю, что когда человек выбирает, понятное дело, что он хочет не просто пройти какое-то обучение, а он хочет действительно научиться и запускать рекламу. Если же вы ищете курс по таргету для того, чтобы освоить профессию, то, как я сказала, если вы совсем прям с нуля, то это другой мой курс. Если вы не с нуля, если вы что-то уже понимаете, либо проходили какие-то курсы по таргету, либо, может быть, вы как SMM ведете аккаунт, но не настраивали, или как видеомейкер,
мастер, то есть если вы что-то уже знаете, то этот курс тоже вам подойдет. Я даю дополнительные уроки по профессии для тех, как работать с клиентами, но как бы в целом, да, вы понимаете такую комплексную базу, что запускать в рекламу, например, для клиентов. Также, если вы выбираете курс, чтобы освоить профессию, хочу обратить тоже такое важное внимание, когда выбираете курс, пусть ключевым у вас будет не то, что вам пообещали заработать там 1000 евро, 4000 евро в месяц сразу после обучения. Сколько вы будете зарабатывать, очень зависит от вас. Понятно, от знаний, которые вам дадут, ну и плюс еще от вашей уверенности в себе, от того, насколько вы умеете общаться с людьми, от того, есть ли у вас способность вообще находить клиентов, как вы будете прилагать усилия, будете ли вы расстраиваться, что с первого раза не получилось или получилось. То есть очень многое будет зависеть именно от вас. Поэтому нету такого универсального, что там все закончили поток курса и все такие выпускники пошли и там начали по 1000, по 2, по 4 зарабатывать евро. То есть относитесь как бы с таким здравым мышлением. Пусть не цифры заработка мотивируют вас покупать какое-то обучение, а думайте о том, реально ли вас научат. То есть, что вы получите, сможете ли вы после этого обучения самостоятельно запустить рекламу, когда это обучение закончится. Будут ли вам отвечать на ваши вопросы, какую обратную связь вы будете получать. То есть это очень важные нюансы, и пусть они будут ключевыми, а не там то, сколько вы хотите заработать. То уже остальное, сколько вы будете зарабатывать, профессия таргетолог – это очень классная профессия, это уже как бы следующий этап. Но в принятии решения о выборе обучения обращайте внимание на те 5 нюансов, которые я рассказала в этом видео. Ссылки на отзывы о курсе, а также ссылку, где можно оставить заявку, чтобы я с вами связалась, я оставила под этим видео. Буду рада быть вашим учителем, вашим наставником в настройке таргетированной рекламы.